Фашисты и нацисты вновь поднимают свою голову в России. Казалось, в начале десятых их всех прижали к ногтю, но после событий начала 22 года они вновь потребовались предпринимателям и Кремлю, чтобы усилить свою диктатуру. В этом выпуске мы, коллектив канала «Перемен», расскажем о предшественниках русской общины и Северного человека, боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН, что отметились не одним десятком убийств на территории России. Убивали они коммунистов, левых активистов, мигрантов и евреев. Впрочем, всех тех, на кого вешает всех собак правящий класс, предпринимателей и олигархов. А перед началом нашего рассказа, как всегда, анонсы. Не забудьте подписаться на наш канал в Телеграме. Там вы сможете узнать о последних новостях России и мира одними из первых. Мы всегда стараемся публиковать новости с классовой оценкой одними из первых в РУ-сегменте. Также вы сможете пообщаться с нами, оставить свою критику и пожелания, а также узнать и присоединиться к нашей деятельности. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и давайте узнавать новое. Организованная в 2008 году группировка под названием «Боевая организация русских националистов» ставила своей целью убивать тех, на кого укажут кураторы из Кремля. Именно на их совести убийство известного адвоката-антифашиста Станислава Маркелова, журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, федерального судьи Эдуарда Чувашова, лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе голова и Ивана Хуторского костолом. Других активистов и лидеров антифашистского движения, а также выходцев из стран Средней Азии и Кавказа, сотрудников правоохранительных органов. Согласно материалам дела, разветвленное праворадикальное подполье было одновременно связано с представителями администрации президента. Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова, заявила на заседании Мособлсуда, что националистическую организацию «Русский образ» якобы курировали чиновники Кремля. Непосредственным куратором ультраправых, согласно ее показанию, был некий Леонид Симунин, которого она называет сотрудником администрации президента. Кто такой Леонид Симунин? Он родился в 1981 году, закончил МГУ-ТУ, защитил кандидатскую по социологии. 27 апреля 2018 года был губернатором Антоном Алихановым, который заявил, что советника назначил аппарат правительства, назначен советником по вопросам строительства и ЖКХ. Леонид известен стал в России в середине нулевых, в эпоху расцвета прокремлевских молодежных движений и активности Владислава Суркова. Начиная с нулевых, участвовал в организациях «Идущие вместе», «Местные», «Россия молодая», «Казаки России». В 2006 году, по заявлениям членов НБП, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, напал с его соратниками на их демонстрацию. Согласно материалам дела, праворадикальное подполье было одновременно связано с представителями администрации президента, провластными журналистами и украинскими праворадикалами. Известный ныне по выступлениям на ТВ Киева был украинским нацистом, но после ссоры с Зеленским перебрался в Россию и стал уже нацистом российским. Вот здесь вот смотрите, пускай меня осудят за, может быть, чересчур мою жесткость, но здесь я буду бескомпромиссен. Я буду уничтожать все российское присутствие на территории Украины. Киев, колыбель русского православия. Там, где мы обрели силу, веру в Господа нашего Иисуса Христа, там, где крестилась Русь. Они от дьявола. Они пришли нас сломить и уничтожить. Поэтому мы обязаны объединиться. И вот Зеленский все просрал. Поэтому, когда я слышу от украинцев «мы, хозяева на своей земле», я улыбаюсь. Вам, украинцы, на Украине давным-давно ничего не принадлежит. А Корчинский был приглашен на селигер Сурковым. Духовным отцом и вдохновителем вооруженного подполья выступил православный националист Илья Горячев. В 2001 году участвовал в работе Народного трудового союза, распространял периодику «Посева». А что такое НТС? Это Народно-трудовой союз российских солидаристов, политическая организация, образованная в 1930 году в Белграде. объединила русские национальные молодежные мигрантские группы и союзы, образованные ранее в Болгарии, Германии, Югославии, Франции, Чехословакии, Нидерландах.
В 1938 году в Берлине даже состоялись тайные переговоры между руководством НТС и представителями немецкой армии спецслужб о возможности ведения совместных действий против СССР, которые, впрочем, тогда ни к чему не привели. Однако уже в мае 1941 года по инициативе одного из функционеров НТС, Диспатуля, получившего прозвище Гестапули за свои контакты с гестапо, руководство организации в полном составе переехало в Берлин и оказалось там под покровительством Ли Бранта, одного из ближайших помощников ведущего идеолога нацистов Розенберга, казненного впоследствии по решению Нюрнбергского трибунала. Примечательно, что Розенберг и Ли Брант, бывшие по своему происхождению русскими немцами и сыгравшие огромную роль в формировании идеологии НСДАП на восточном направлении, были последовательными славянофобами, презиравшими все славянские народы Европы, не исключая, конечно же, и русских. Впрочем, это не мешало белым фашистам искать покровительство со стороны принципиальных врагов России, регулярно и публично объявлявших о своей ненависти к русскому народу. Который теперь является одним из авторов, что с упоением рассказывает о своем опыте в Z-волонтерстве в одноименной пьесе. Так вот, он создал ультраправый журнал «Русский образ», вокруг которого выросло одноименное политическое движение. При этом он опирался на поддержку и финансирование со стороны администрации президента, а также ряда лояльных власти депутатов парламента. Однако его просьба о создании на основе русского образа политической партии поддержки со стороны власти не встретила. Тогда молодой амбициозный политик решил оказывать на нее давление с помощью радикального вооруженного подполья. Впрочем, судя по всему, цели для нападения ему также указывали кураторы сверху. Таким образом, власти пытались решить другую проблему – подавить уличную оппозицию, прежде всего левого и антифашистского толка, руками правых экстремистов. После совершения преступлений многие боевики Борн скрывались на Украине. Сегодня стало известно о задержании на Украине и в Сербии двух активных участников националистического сообщества Борн. По версии СКР, они могут быть причастны к громким убийствам судьи Эдуарда Чувашова и адвоката Станислава Маркелова. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в Сербии был задержан Илья Горячев, а на Украине Михаил Волков. Ранее они были объявлены в международный розыск в рамках расследования резонансных дел Главным следственным управлением СКР и заочно арестованы Басманным районным судом Москвы. Горячев заочно обвиняется ГСУ СКР в совершении преступлений, организации экстремистского сообщества, создании банды, убийства, незаконный оборот оружия. А Волкову инкриминируется участие в экстремистском сообществе, участие в банде, убийство, незаконный оборот оружия. Где они тесно взаимодействовали с местными ультраправыми. Там они получали самую разнообразную помощь – деньги, жилье, оружие, фальшивые документы. Некоторые участники русского ультраправого подполья оказались в Украине и даже воюют на стороне Киева против пророссийских сепаратистов на востоке страны в составе известного своей правоэкстремистской идеи батальона Азов. А другая часть, та, что не была в подполье, свободно участвует в СВО на стороне сил РФ. Пример тому ультраправый убийца людей и домашних животных Алексей Мельчаков или батальоны типа Испаньолы и Дершига Русич. При этом Горячев опирался на поддержку и финансирование со стороны администрации президента, а также ряда лояльных власти депутатов парламента. Сотрудничество российских нацистов с властями напоминает трагикомическую историю о поддержке, которую администрация бывшего президента Украины Виктора Януковича оказывала ультраправым организациям в своей стране, которая не спасла его режим от свержения руками их же вооруженных националистов. Еще в 2010 году прозападные украинские политики активно критиковали режим Януковича за то, что тот стимулирует ультранационалистическую партию «Свобода» в качестве удобного для себя соперника, способного откусить голоса у партии Юлии Тимошенко, одновременно послужив пугалом для избирателей русскоязычных регионов. В октябре 2014 года белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что Янукович со своими соратниками финансировал правый сектор, потому что он якобы против Юлии Тимошенко был бы
потеря всяких ориентиров. И вот он создал для себя эту силу, которая его потом и уничтожила. Уголовный процесс над представителями российского националистического подполья является ярким свидетельством того, что режим Владимира Путина следует по тому же пути, что его украинские союзники. Он создает и поддерживает радикальные националистические движения в качестве инструмента для подавления оппозиции и запугивания общества. По-видимому, печальный опыт украинских коллег не стал уроком для российских властей. Так, 15 октября 2014 года в Москве был арестован один из лидеров радикальных националистов Александр Белов. Официально ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, но его соратники сразу же заявили, что истинная причина ареста – отказ Белова помочь спецслужбам в вербовке и переправке российских ультраправых в Украину, где они и должны были сражаться на стороне киевского правительства. Сами националисты считают, что таким образом российские власти хотели расширить свою агентурную сеть в украинских силовых структурах. Эта история показывает, что российский режим по-прежнему стремится использовать националистическое движение в своих интересах. Однако печальный опыт Украины показывает, что игра с национализмом рано или поздно приводит к тому, что Франкенштейн выходит из-под контроля. Влияние ультраправых на общественную жизнь становится необратимо возрастающим, и его приходится учитывать как политический фактор первой величины. События на Майдане продемонстрировали это со всей очевидностью. И власть, и национал-либеральная оппозиция готовятся к одному и тому же сценарию – массовой мобилизации, опирающейся на погромную ксенофобскую риторику. Значение национализма как системы мобилизации сегодня признано как властью, так и оппозицией. Владимир Путин в своей недавней речи назвал себя самым большим националистом. Но еще удивительнее, что практически то же самое заявил его главный либеральный оппонент, бывший олигарх Михаил Ходорковский, в течение 10 лет считавшийся политзаключенным номер один. И власть, и национал-либеральная оппозиция готовятся к одному и тому же сценарию массовой мобилизации, опирающейся на погромную ксенофобскую риторику. В то же время большинство лидеров массового движения, к примеру, Сергей Удальцов, система, противостоящей национализму, теперь сидят в тюрьмах по сфабрикованному болотному делу и другим делам. Национализм отличается удивительной гибкостью и неоднозначностью. Спекуляции на тему крови, почвы, величия национального прошлого и будущего могут служить оправданием для самых разных, порой противоположных идей и действий. Нацизм и фашизм в своей сущности одно и то же. Это политическое течение, возникавшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных сил империалистической буржуазии. У власти террористической диктатуры самых реакционных сил монополистического капитала, осуществляемая с целью сохранения капиталистического строя. Важнейшие отличительные черты применения крайних форм насилия для подавления рабочего класса и всех трудящихся, воинствующий антикоммунизм, оголтелый патриотизм, шовинизм, расизм и широкое использование государственно-монополистических методов регулирования экономики. Например, оппозиционеры Навальный и Ходорковский, публично поддерживающие Майдан, со спокойной совестью заявили о своем согласии с утверждением «Крым наш». Илья Горячев, который теперь сидит на пожизненном, вдохновитель Борн и связанный с украинскими нацистами в тюрьме, пересмотрел свое отношение к бывшим союзникам. Теперь он призывает последователей защищать русских на юго-востоке Украины, фактически намекая власти, что готов поддержать ее усилия по защите русского мира. В обмен, конечно, свою свободу. Тот, кто действительно любит родину, не будет кричать об этом на каждом углу и клясться в своем патриотизме. Тем более он не будет принуждать к этому других и делать патриотизм государственной доктриной. Осталось только выбрать, здоровы ли вы, или эпидемия патриотического безумия успела въесться в ваши мозги, и они не воспринимают ничего, кроме сладкого елея, льющегося из телевизора, и криков воров о том, что они любят свою родину. Национализм становится универсальным оружием в борьбе российских элит друг с другом. Все остальные альтернативы жестоко подавляются и подвергаются травле. И это делает сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию в России очень похожей на ту, что сложилось в Украине. И пока буржуи пытаются навязать нам, патриота, нацистскую отраву, мы говорим вам, нам, трудящимся всего мира, нужны перемены. Вся власть трудящимся.